Каждый раз Луна предстает перед космическими путешественниками новой и неожиданной. Казалось бы, чем может удивить наш спутник? Его веками изучают астрономы, прочесывают луноходы, осваивают астронавты. Внешность Луны тоже всегда остается прежней. Ну разве что какой-то метеорит оставит на ее поверхности еще один кратер. Но благодаря новым открытиям ученых, за последние десятки лет наш взгляд на Луну сильно изменился. Оказалось, она убегает от Земли каждый год на 3,8 сантиметра. С такой же скоростью растут наши ногти. Луну украшает призрачный, еле видный в небе хвост. Шлейф образует Солнце, выталкивая крошечные атомы натрия с ее поверхности. У Луны даже бывают свои луны. В 2020 году астрономы обнаружили мини-астероид 2020 CD3, временно превратившийся в ее сателлита. Правда, всего через несколько месяцев камень преодолел гравитацию Луны и изменил орбиту. Но вот откуда взялась сама Луна, до сих пор доподлинно неизвестно. Об этом ведутся научные споры и выдвигаются различные гипотезы. Среди них есть настоящие триллеры с колоссальными взрывами, погонями и пленением. Наше сегодняшнее космическое путешествие будет посвящено знакомству с ними. Только вместо звездолета в этот раз понадобится машина времени, чтобы вернуться назад в прошлое и увидеть все своими глазами. Луна, как принято считать, родилась 4,5 миллиарда лет назад. Еще древние звездочеты поняли, что она представляет собой наш спутник и вращается вокруг Земли. Правда, тогда людей сбивал с толку почти неизменный вид Луны, и этому находились мифические объяснения. Например, что она наглухо вмонтирована в хрустальную сферу, а уже это прозрачное сооружение движется вокруг Земли. В 1610 году стало известно, что другие планеты тоже имеют луны. Галилео Галилей сумел разглядеть в один из своих первых телескопов 4 крупнейших спутника у Юпитера. Впоследствии они были открыты у Сатурна, Урана и Нептуна. В 1877 году у Марса обнаружены 2 крошечных небесных тела, получивших названия Фобос и Деймос. Ближней к Солнцу планетой, которая имеет сателлиты, оказалась Земля. По мнению астрофизиков, именно из-за этого соседства Луна вращается недалеко от плоскости эклиптики, а не земного экватора. Подавляющее большинство других крупных спутников привязаны к экваториальной плоскости своих планет. Наша Луна, как выяснили астрономы, принадлежит к 7 крупнейшим спутникам планет Солнечной системы. И она всего в 81,3 раза легче Земли. Это наименьшее соотношение между массами планеты и ее сателлита. Следующим идет Титан, который в 4200 раз легче Сатурна. Еще одна уникальная способность Луны – ее средняя плотность в 3344 килограмма на метр кубический, что составляет 60% земной. По сравнению со своими небесными собратьями, она легкая, как пушинка. У остальных больших спутников данный показатель выше, чем у материнских планет. К слову, ученые нашли у крупных лун лишь одну общую черту – равенство периодов орбитального и осевого вращения. Иными словами, они постоянно повернуты к своим планетам одной и той же стороной. Возможно, все луны сильно отличаются друг от друга из-за своего происхождения в разных уголках Солнечной системы. Началось все с газопылевой туманности, наполненной в основном водородом, гелием и межзвездной пылью. Почти 99% вещества на первой стадии эволюции под действием собственной гравитации собрались в центре облака. Там сформировалось Солнце. А остатки материи стали кружить по орбите и постепенно превратились в протопланетный диск. Со временем в нем возникли сгустки массы, ставшие зародышами будущих планет. Но где же в этой модели луны? До недавнего времени в научном мире основными считались модели происхождения Луны, которые называют «большой тройкой». Чтобы познакомиться с первой научной версией, нам нужно вернуться в 1755 год и отправиться в гости к знаменитому философу Иммануилу Канту.
В своем труде по космологии он предположил, что Земля и Луна не просто обычная пара из планеты и ее сателлита, обе родные сестры, которые на заре своей жизни делили одну колыбель. До 1970-х годов это была очень популярная гипотеза, которую ученые считали наиболее аргументированной. Строительным материалом для обоих небесных тел в ней служил протопланетный рой мельчайших твердых частиц. В нем зародилась Земля и притянула львиную долю вещества своей гравитацией. Оставшиеся частицы стали вращаться вокруг планеты по самостоятельным эллиптическим орбитам. Некоторые теряли скорость и падали на протоземлю, а другие после многочисленных столкновений начали двигаться синхронно по орбите, близкой к круговой. Позже в этом кольце образовался зародыш Луны, который со временем вырос в крупный спутник. Хотя гипотеза возникла давно, она хорошо объясняет некоторые современные открытия. Анализ лунного грунта, доставленного миссиями Аполлон, показал идентичность их химического состава с земными, но не полную. На Луне оказалось меньше летучих веществ и железа, несмотря на возможное наличие маленького металлического ядра. Если Земля и Луна формировались в непосредственной близости, то схожесть их химического состава легко объяснима. Но совершенно непонятными становятся различия их плотности, а также дефицит железа и летучих элементов на Луне. Как могла Земля избирательно поглотить из общего облака львиную долю именно этого материала? Сторонники гипотезы считают, что куски вещества в рое при столкновениях дробились. Затем тяжелые железные частицы выпадали на Землю, а силикатная пыль оставалась на орбите. Но тогда практически все частицы роя должны были предварительно разрушиться до состояния мельчайших фракций. Это не подтверждается расчетами и моделями исследователей. Сходным образом в гипотезе объясняется и дефицит летучих веществ. Они испарились из-за постоянных столкновений частиц роя. Однако для этого частицам пришлось бы хаотично двигаться и врезаться друг в друга на высоких скоростях. А они, как предполагается, вращались в одном направлении. Гипотеза также не дает вразумительного объяснения ни большому моменту импульса системы Земли-Луна, ни наклону лунной орбиты в 5 градусов к плоскости земной орбиты. Но может, во второй теории из Большой Тройки меньше изъянов? Спустя более 100 лет после первой ее предположил астроном Джордж Дарвин. Если следовать его сценарию, то путешественники увидят в космосе жесткую картину. Земле пришлось оторвать от себя кусок, чтобы обзавестись спутником. Однако мы знаем, что просто так огромные глыбы от планет не отваливаются. Как такое могло произойти с Землей? Согласно теории, сразу после формирования наша планета с невероятной скоростью вращалась вокруг своей оси. От этого центробежные силы настолько вытянули Землю по экватору, что она превратилась в подобие гантели. Возможно, свое влияние на данный процесс оказала и гравитация Солнца. От этой гантели оторвался крупный кусок вещества, а позже из него образовалась Луна. Покалеченная же Земля стала вращаться медленнее и быстро вернула форму. Оставшаяся после события гигантская впадина тоже пригодилась. Природные силы приспособили ее под бассейн Тихого океана. В этой теории есть несомненные плюсы. По подсчетам ученых, отрыв вещества из-за чрезмерно растянутого экваториального выступа хорошо объясняет размер Луны. Меньшая плотность спутника тоже укладывается в схему, поскольку она аналогична показателю земной мантии. И современные данные подтверждают факт более быстрого вращения Земли в далеком прошлом. Однако, чтобы от нашего мира оторвало огромный кусок, такого разгона мало. Момент импульса вращения планеты в системе Земля-Луна в 3-4 раза должен превышать нынешний, а он и сейчас необычно высок. Появление у юной планеты еще большего импульса вращения, как и его последующее исчезновение, объяснить невозможно. Более низкое, чем у Земли, содержание летучих элементов в лунном веществе тоже не вписывается в общую картину.
Наконец, Тихоокеанский бассейн в его нынешнем виде существует всего около 70 миллионов лет. Он никак не мог появиться одновременно с Луной. Если не подходят теории совместного рождения двух небесных тел, может, все происходило иначе, совершенно непредсказуемо? Чего мы не ждем от Земли, так это агрессии по отношению к соседям. Тем не менее, по одной из версий, на заре своей жизни наша планета захватила некое небесное тело и сделала своим спутником. Еще в древних легендах народов мира прослеживался подобный мотив. Так мифы Дагонов и Смоли говорят о временах, когда Луны в небе не было, а затем она вдруг появилась. Научную гипотезу гравитационного захвата первым в 1909 году выдвинул американский астроном Томас Джефферсон. Он предположил, что Луна образовалась как независимая планета где-то в Солнечной системе. Затем в результате неких событий она перешла на эллиптическую орбиту, пересекающуюся с земной. При очередном сближении наша планета притянула Луну к себе и сделала своим сателлитом. Захват спутника хорошо объясняет высокий момент импульса системы Земля-Луна, но многие исследователи считают, что планета имела практически нулевые шансы поймать массивную Луну. Гораздо более вероятно, что от воздействия земной гравитации Луна столкнулась бы с нами, или наоборот, была бы отброшена гравитацией далеко за пределы земной орбиты. Но предположим, что Земле каким-то образом удалось захватить Луну, причем целой и невредимой. Тогда сегодня картина была бы иной. Наш спутник, скорее всего, вращался бы вокруг Земли в противоположном направлении, как пойманные в гравитационные сети сателлиты Юпитера. И у Луны оказалась бы сильно растянутая эллиптическая орбита, а не слегка вытянутая, как сейчас. Однако малая плотность Луны и небольшое железное ядро могут свидетельствовать в пользу теории захвата. Такой состав соответствует модели рождения нашего спутника за пределами зоны планет земной группы – Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Правда, в этом случае невозможно объяснить дефицит летучих элементов, которых много в регионе планет-гигантов. В Солнечной системе вообще трудно найти подходящую область с малым содержанием и железа, и летучих элементов. Тогда исследователи предложили несколько иную версию. Настоящий блокбастер с приманкой и разрушением жертвы, а затем ее возрождением. Земля не ждала, пока какая-то планета-изгой будет пролетать рядом и попадет в ее сети. Она ухитрилась стащить небесное тело прямо с постоянной и обжитой орбиты. Это была протолуна, которая вращалась быстрее нашей планеты. Таким образом, она как бы раскручивала Землю, одновременно увеличивая силу ее захвата. За счет превышения гравитации планета сумела притянуть протолуну к себе и постепенно ее разрушить. Железное ядро спутника упало на Землю, а значительная часть вещества коры осталась на орбите. Из обломков сформировались современная Луна, которая постепенно приобрела форму сферы и удалилась от Земли. Это наверняка было бы захватывающим зрелищем, но мы вряд ли увидим его в небе. Гипотеза не объясняет, почему Луна стала отходить дальше от Земли. Ведь до этого она, как предполагается, вращалась быстрее нашей планеты. И земная гравитация не выпускала ее из капкана. Наоборот, все ближе притягивала к себе. Неясно также, почему на Землю упало именно железное ядро, а вещество коры осталось. Наконец, возможность столь удачного захвата соседней планеты с научной точки зрения выглядит нереально. Если Земля вряд ли потянула бы Луну целиком, она, вероятно, могла пленить несколько небесных тел поменьше, а потом уж сформировать для себя более внушительного сателлита. Подобную картину в 1960-х годах нарисовал астроном Томас Голд и геолог Гордон Макдональд. Их основная идея состояла в том, что Земля поймала от 6 до 10 мелких лун, изменив их орбиты своей гравитацией. Затем на протяжении примерно миллиарда лет эти мини-объекты сталкивались друг с другом и разрушались. В дальнейшем
Из их обломков сформировалась Луна. Но могла ли Земля удержать несколько лун, причем без хаоса на орбите? Если взять в пример планеты Солнечной системы, то у газовых гигантов их много. У Юпитера 95, а у Сатурна аж 146. Из каменистых миров только Марс может похвалиться 2 спутниками, и то очень маленькими. Чтобы узнать о возможностях Земли, ученые смоделировали системы, состоящие из разной комбинации лун за период в 3000 лет. При этом они смотрели, не нарушится ли равновесие орбит, не улетят ли спутники в космос или не столкнутся ли между собой. Моделирование показало, что вокруг Земли, не врезаясь друг в друга и не создавая нам проблем, могли бы вращаться 3 сателлита размером с Луну. А значит, наша планета способна удерживать в зоне своего влияния множество спутников поменьше. И все же большинство астрофизиков считают, что гипотеза малых лун пока очень мало обоснована. Неправдоподобно выглядит схема разрушения таких небесных тел даже в случае их захвата Землей. Ведь спутники Марса мирно живут друг рядом с другом и, похоже, не думают о столкновении. Гипотеза также не объясняет сходство химического состава Земли и Луны. Если наш спутник собран из малых объектов, рожденных в разных уголках Солнечной системы, подобной идентичности быть не должно. Словом, ранее популярные варианты после современных научных открытий подходят как-то не очень. А что, если все было трагичнее, и происхождение Луны связано с колоссальным взрывом, однажды озарившим небо гигантским фейерверком? Такие события часто сотрясали молодую Солнечную систему. Да и сейчас в космосе хватает катастроф. Они многое разрушают, но дают возможность пробиться чему-то новому. Например, мощные взрывы сверхновых приводят к образованию нейтронных звезд, а галактики при столкновениях зачастую сливаются воедино, порождая более масштабную структуру. И Луна могла появиться в результате столкновения молодой Земли с неизвестной протопланетой. Эта теория, предложенная в 1975 году, быстро набрала популярность. Она предполагает, что гипотетическое небесное тело размером с Марс, которое ученые назвали Тея, врезалось в Землю. Все произошло на ранней стадии формирования нашей планеты, которая набрала примерно 90% нынешней массы. Удар пришелся не по центру, а под углом, почти по касательной. Однако в результате выделилось колоссальное количество энергии. Возможно, в 100 миллионов раз больше, чем 66 миллионов лет назад при падении астероида, уничтожившего динозавров. Наш мир от удара закрутился как волчок, совершая один оборот за 5 часов, причем с большим наклоном оси вращения. Часть вещества Теи и земной мантии были выброшены на околоземную орбиту. Там со временем под воздействием земной гравитации они собрались вместе и образовали протолуну. Гипотеза хорошо объясняет известные факты о строении нашего спутника и физические параметры системы Земля-Луна. Несмотря на это, сначала большие сомнения у ученых вызывала возможность настолько удачного удара по касательной. Позже моделирование показало, что такой расклад теоретически возможен. Более серьезный удар, по версии, нанес анализ лунного грунта, который по химическому составу оказался практически идентичным земному. Это не соответствовало картине столкновения, ведь в составе Луны должно находиться и вещество Теи. Однако списывать со счетов версию оказалось рано. Последнее исследование команды американских геофизиков показало, что вероятность столкновения Земли с Теей очень высока и составляет около 40%. Но сценарий катастрофы при этом должен выглядеть несколько иначе. Тея не была блуждающей по Солнечной системе планетой-изгоем, которая ненароком врезалась в Землю. Оба небесных тела родились рядом в одном протопланетном диске и, не мешая друг другу, подрастали практически на равном расстоянии от Солнца. Затем в какой-то момент все изменилось. Примерно 4,5 миллиарда лет назад Земля и Тея столкнулись.
заполонив пространство вокруг себя огненными обломками. Из них и сформировалась Луна. Подобный сценарий хорошо объясняет угол удара, а также нынешнюю почти круговую орбиту Земли. И главное, состав нашей планеты и Теи в таком случае не должен отличаться, поскольку обе сформировались в общем протопланетном диске. На этом версия столкновения могла стать общепринятой в научном мире, потеснив все остальные. Но осталось в полном смысле слова железное несоответствие. Луна должна содержать, хоть в мизерном количестве, больше этого материала, если слеплена из материала Земли и Теи, одинаковых по составу и более богатых железом. Так версия столкновения зашла в тупик, однако пробыла в нем недолго. Вскоре ученые выяснили, что с железом все объяснимо. Сценарий становится реалистичным, если ко времени столкновения на Земле и Тее уже произошла гравитационная дифференциация, то есть у обеих планет выделилось тяжелое металлическое ядро и образовалась легкая силикатная мантия. Тогда часть мантии при ударе вынесло в космос, а железные ядра остались целыми и слились в земных недрах. Таким образом, Луна не получила достаточное количество металла. Впрочем, надо отметить, что однозначных геологических подтверждений этому пока не найдено. Зато с другим отличием: в составе Земли и Луны исследователи, похоже, уже полностью разобрались. Речь идет о хлоре, и он присутствует в обоих небесных телах в разном виде. В зависимости от атомной структуры хлор делят на тяжелый и легкий. Новый анализ НАСА подтвердил, что в лунной породе велика концентрация тяжелого хлора, в то время как земная преимущественно состоит из легкого. Потеря легкого хлора Луной, вероятно, произошла на фоне выброса огромного количества энергии и небывало высоких температур. Это соответствует теории столкновения. Намного труднее объяснить несоответствие с водой. Исследователи изучили образцы лунного грунта и пришли к выводу, что в коре спутника жидкости содержится в 100 раз больше, чем считалось прежде. Если же Луна образовалась в результате мощнейшего удара, вся вода на ней должна была испариться. Еще ученых смущает таинственное отсутствие малейших признаков Теи. Правда, совсем недавно надежду подали геофизики из США. Они считают, что напали на след неуловимой Теи, причем не где-то в глубинах Вселенной, а у себя под ногами. Загадочная планета надежно спряталась в виде двух массивных капель на глубине около 2900 километров под землей. Эти странные образования, которые недавно обнаружили геофизики, представляют собой куски материала размером с континент. Они расположены на дне каменистой мантии Земли, возле раскаленного ядра. Один из них находится под Африкой, а другой под Тихим океаном. Сгустки оказались намного горячее и плотнее окружающей породы. Если верны выводы американских геофизиков, останки Теи в виде капель до сих пор не остыли под землей. Они были сильно раскалены, поскольку планета врезалась в протоземлю на немыслимой скорости, более 10 километров в секунду. Это позволило частицам проникнуть очень глубоко в нижнюю мантию нашей планеты. Команда создала видео, чтобы наглядно показать процесс. В ролике горячие куски мантии Теи шириной в десятки километров кружат внутри Земли. Затем они несколько охлаждаются, концентрируются и оседают возле ядра, образуя гигантские капли. Эти сгустки периодически поднимают столбы магмы к поверхности Земли и влияют на эволюцию суперконтинентов. Правда, нельзя точно определить, так ли все происходило в очень далеком прошлом. Модели ученых не могут здесь быть достоверны на 100%. Стоит не учесть один самый мизерный параметр, и весь сценарий перевернется с ног на голову. Пока ни одна из предыдущих гипотез полностью не доказана. Ученые ищут новые модели. Исследователи из Гарвардского университета предложили один очень неожиданный вариант. Давайте посмотрим, как все происходило по их сценарию. Действующие лица останутся прежними, только картина будет намного более трагичной.
на наших глазах Земля начнет испаряться в космос. Астрономы считают, что столкновение Земли с Теей было намного сильнее, чем по традиционной версии. Гигантский удар безумно раскрутил Землю, вытряхивая из нее материю. В какой-то момент планета оказалась окружена плотным кольцом разогнанных до невероятных скоростей каменных частиц, которые начали ее бомбардировать. От их ударов Земля разогрелась до ужасной температуры в 2000 градусов Цельсия. Значительная часть ее материи в результате оказалась выпарена в околоземное пространство. Такое планетарное состояние называется синестией. По мере того, как синестия остывала, часть ее элементов сконденсировалась и вместе с останками твердого кольца частиц образовала Луну. При этом солнечный ветер успел выдуть из этого строительного материала летучие вещества. Если во время события Земля находилась на поздней стадии формирования, то тяжелые железные породы уже опустились в ядро и не испарились. Это объясняет, почему наш спутник беден железом и летучими веществами. В то же время гипотеза испарения не может разрешить проблемы высокого углового момента, импульса и наклона лунной орбиты. Геологические данные также не подтверждают столь сильный разогрев Земли на стадии формирования. Срез пород коры свидетельствует, что наша планета никогда не была полностью расплавленной. Но в любом случае 4,5 миллиарда лет назад мы увидим в небе настоящие сражения. Известно, что множество астероидов размером в десятки и сотни километров хаотично летали по ранней Солнечной системе. Они часто совершали массированные атаки на Землю. Именно космические камни, как в 2004 году заявили ученые из Израиля, могли стать спусковым механизмом для создания Луны. По версии исследователей, удары астероидов выбросили часть мантии Земли в космическое пространство, где из нее образовался наш спутник. Гипотеза объясняет, откуда в лунном материале и у ее полюсов существует вода, хотя во время гигантского столкновения она должна была выкипеть. Также на Земле испарились бы океаны, и наш мир оказался бы бесплодной пустыней. При сравнительно слабых ударах астероидов Земля не раскалилась как печь, и вода на ней сохранилась. Израильские ученые смоделировали удары нескольких небесных тел, каждая из которых составляет от 100 до 1/10 массы Земли. Все они при прямом попадании в Землю выбрасывали ее материал в космос. Впрочем, пока астероидам рано приписывать происхождение Луны. Модель израильских исследователей, по их мнению, требует многочисленных проверок. Тем временем ученые разработали еще один невероятный сценарий. Он предполагает, что во время космического путешествия в прошлое перед нами предстанет лишь чистое небо. На горизонте не будет даже мизерного космического объекта, пригодного для столкновения с Землей. Но расслабляться не стоит. Вскоре на планете прогремит взрыв, равному которому не было в ее истории. Ядерный гриб окутает протоземлю и вынесет в космос множество материи. Но какая сила способна взорвать гигантскую бомбу на пустой планете? Удар нанесет природа. На Земле существуют места, где ядерные реакции возникают как бы сами собой. В пример можно привести урановое месторождение Окла в Габоне. Цепная реакция там началась около 2 миллиардов лет назад и продолжалась несколько сотен тысяч лет. Средняя тепловая мощность реактора составляла около 100 киловатт. В настоящее время он остановился, поскольку истощились запасы урана-235, необходимого для продолжения реакции. Однако такие естественные ядерные реакторы могли существовать на протоземле, где содержание урана-235 было намного выше. 4,5 миллиарда лет назад, по гипотезе ученых, такая природная ядерная бомба по каким-то причинам перешла в критический режим и взорвалась. В результате в космос выбросила часть земной материи, достаточную для образования Луны. Ранее ученые вычислили, что температура, подходящая для выброса нужного количества вещества с Земли, должна быть около 1400 градусов Цельсия.
Это согласуется с теорией взрыва природного ядерного реактора, но показатели подходят и для версии столкновения Земли с Теей. Так какая гипотеза в результате выигрывает? Пока однозначно сказать нельзя, и ученые продолжают поиски аргументов. Их новые открытия способны завтра добавить какой-то версии очки и выдвинуть ее вперед или, наоборот, навсегда вычеркнуть из списка перспективных. А пока вы можете поставить на сценарий, который кажется нам лучшим, и не забудьте написать нам об этом в комментариях. Но есть то, что уже не требует дискуссий или подтверждения. Откуда бы ни взялась Луна, нам с ней безумно повезло. Ее сила притяжения вызывает морские приливы и отливы. Эти колебания определяют направление океанических течений, играющих важную роль в создании климата на планете. Если бы не гравитация Луны, угол наклона земной оси за длительные периоды сильно изменился бы, возможно, даже на 85 градусов, или вообще планета потеряла бы наклон. Тогда мы никогда не увидели бы невероятных изменений природы по временам года. Количество осадков резко бы сократилось, температура достигла бы смертельно высоких или низких показателей, Земля превратилась бы в ужасную, обугленную либо заледеневшую пустыню. И, наконец, любители полюбоваться небом остались бы без уникального шоу, полного солнечного затмения Луной. Все это делает партнера нашей родной планеты уникальным. Многие астрофизики даже считают пару Земля-Луна самой удачной в галактике. Но, может, во время космических путешествий где-то далеко мы найдем похожую Луну и даже получим от нее подсказку об истоках нашей.